Всем привет! В этом видео я поделюсь рецептом, как я готовлю торт Сникерс. Если вам интересно, смотрите дальше. Для меня торт Сникерс по составу должен быть очень похожий на батончик Сникерс. Значит, там должна быть карамель, ореховая нуга, шоколад. Поэтому первым делом будем готовить ореховую нугу. В ковшик наливаем воду, добавляем сахарную пудру, ставим на плиту и варим до 110-112 градусов. Когда масса достигает этой температуры, добавляем мед и инвертный сироп. И потом все это варим до 135 градусов. Отдельно отмеряем яичный белок, взбиваем белок до такой пены и непрерывно взбивая, вливаем тонкой струйкой сироп, который достиг 135 градусов. Когда влили весь сироп к белку, продолжаем массу взбивать до плотного такого состояния, когда уже масса не спадает с венчика. По желанию добавляем орехи. Конечно, Сникерс это будет арахис. Я добавляю рубленые такие довольно мелкие кусочки. Все перемешиваем лопаткой. Масса довольно плотная. Кольцо предварительно я промазываю растительным маслом и на дно кладу пищевую пленку. Пленку промазывать растительным маслом не надо. Перекладываю всю нугу в кольцо, руки промазываю растительным маслом и руками распределяю массу равномерным слоем. Также можно и взять ложку, промазать растительным маслом, чтобы нуга не прилипала, и распределять ложкой. Но так как масса довольно плотная, лучше это делать руками. В этом этапе нуга все же остается довольно теплая, 50 градусов. Оставляем нугу остывать, можно поставить в холодильник. Заранее испекла трюфельный бисквит. Рецепт у меня есть на канале, ссылку оставлю в описании. Там у меня белый трюфель, тут у меня темный трюфель. Отличие только в том, что я к белому трюфелю добавляю белый шоколад, а к темному трюфелю я добавляю темный шоколад. Количество тоже. После холодильника этот бисквит довольно плотный, но когда он постоит при комнатной температуре, он становится довольно нежный. Также заранее приготовила шоколадный ганаш. На канале уже есть видео, ссылку оставлю в описании. Раньше я готовила торт Сникерс с масляным кремом. Крем тоже есть на канале, ссылка будет в описании. Сейчас я перешла на то, что более вкусный крем – это ганаш. Он менее жирный, чем крем на сливочном масле. С таким насыщенным шоколадным вкусом и больше подходит для торта Сникерс. Это на мой вкус. Нуга у меня остыла, но чтобы прикасаясь с ганашем она не начинала таять, я изолирую нугу с шоколадом. Просто растапливаю темный шоколад и тонким слоем промазываю всю нугу. Такую нугу я даже кладу в муссовый торт Сникерс. Обязательно тоже приготовлю и муссовый торт, и покажу и разрез такого торта. Шоколад надо просто тонким слоем, чтобы крем не прикасался. Если использовать масляный крем, то вероятность, что нуга начнет таять, нету. А так как я использую ганаш, и там внутри сливки, сливки могут отдавать немного влагу.
Далее будем собирать торт. Берем кольцо, в кольцо кладем ацетатную пленку по бокам отсаживаю бортик из взбитого ганаша. По желанию бисквит можно пропитывать сиропом. Бисквит не сухой, но немного пропитки не помешает. Отсаживаю крем и ложкой распределяю равномерным слоем. Нугу я кладу снизу, так как она режется довольно плотно. И чтобы торт легко разрезался, удобно разрезался, обязательно нугу лучше класть снизу. Нуга у меня на 1 сантиметр меньше, чем шоколадный бисквит. Потом опять отсаживаю взбитый ганаш. Вначале по бокам, где осталось пустоты, потом сверху совсем тонкий слой, только для того, чтобы как бы приклеить следующий слой бисквита. Немного пропитки. И опять по бокам отсаживаю бортик из крема. И посередине распределяю карамель. Рецепт карамели тоже есть на канале. Также ссылка будет в описании. Сверху посыпаю рубленый арахис. Я не люблю, когда добавляются слишком большие кусочки арахиса, тогда при разрезе он мешает красиво разрезать торт. Сверху опять распределяю ганаш. Торт состоит из 4 слоев коржей. Первый слой нуга, второй слой карамель. И третий слой только взбитый ганаш. В каждый слой я не добавляла шоколадный ганаш, так как торт уже сам по себе довольно сладкий. Поэтому будет достаточно в одном слое примерно 1 сантиметр высоты шоколадный крем. Покрываю пищевой пленкой и ставлю на стабилизацию примерно на 5-10 часов. Так как торт довольно плотного состава, он стабилизируется очень быстро. И с ним, конечно, можно даже работать через час. Тут нету жидкие кремы, которым надо схватиться. Далее торт надо промазать любым масляным кремом. Не для того, чтобы стабилизировать, а для того, чтобы изолировать перед тем, как буду наносить мастику. В этом торте я использую масляный крем на швейцарской меренге. Очень удобный крем, готовится просто и идеально подходит для работы с мастикой. Масляный крем тоже не требуется слишком толстого слоя. Промазала торт, поставила в холодильник, чтобы крем хорошо застыл. Потом достаю, теплыми руками прохожусь, сглаживаю большие такие неровности, чтобы они не выпирались через мастику, не было видно. Но слишком заморачиваться и равнять торт с кремом нет необходимости. Подготовила мастику. Я всегда использую домашнюю мастику. Также рецепт есть на канале, ссылка тоже будет в описании. Мастику нельзя раскатывать слишком тонким слоем. И, конечно, слишком толстого слоя тоже не советую. Это для того, чтобы было удобнее сглаживать складки. Нанесла мастику и смотрю по бокам, где уже можно лишнее отрезать, чтобы было легче сглаживать складки. Если мастика по бокам будет оставаться слишком длинная, она будет тянуть своим весом и становиться более тонкая, и потом будет труднее сгладить складки. Очень аккуратно приподнимаем снизу мастику, сверху рукой сглаживаем эти складки к низу,
И срезаем, если уже видим, что мастика слишком длинная. Раньше очень многие люди думали, что кондитеры ставят мастику на торт толстого слоя для того, чтобы заработать. Как бы ставят много мастики, это придает большой вес торту и как бы на этом зарабатывают. Но в целом это не так. Если мастика добавляется очень тонким слоем, тогда очень трудно работать. Очень трудно мастику сглаживать красиво, ровно. Только поэтому кондитеры не работают с таким тонким слоем, как бы хотели заказчики. На торт 2 килограмма уходит примерно 300 до 500 грамм мастики. Как и в любом деле, чем больше работаешь с мастикой, тем лучше у тебя получается. Поэтому если постоянно покрывать торты мастикой, конечно, уже привыкаешь, и складки образуются гораздо меньше, и гораздо быстрее идет работа. И красивее получается результат. Потом снизу с таким инструментом я придавливаю мастику, чтобы она уже никуда не сползала и держалась. И лишнее срезаю. Потом раскатала мастику такой полоской, не тонкой полоской. И буду делать отпечаток ткани. У меня вот такой пластиковый коврик. Сделала отпечаток и снизу прикладываю вот такую полоску. Элементы из мастики друг к другу приклеиваются обычной водой. С влажной кисточкой промазываем очень минимально. И они между собой приклеиваются. Раскатала еще одну такую побольше, пошире полоску. И делаю воротничок. Чтобы воротничок держался, не прогибался, мастика застыла, надо на чего-то ее поставить. Я взяла вот такую форму и даю мастике немного просохнуть. Потом уже таким же самым способом раскатала черную мастику и добавила вот такой ремешок. И вот такой торт у меня получился в виде кимоно. Обязательно я еще сниму видео с этим составом торта и покажу разрез, так как знаю, что разрез интересует почти всех. Всем хочется видеть, как это выглядит, как это разрезается. Также приготовлю и муссовый торт Сникерс, так как это довольно необычно, когда в муссовый торт добавляется нуга. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!